Всем привет, народ, с вами Олег Пазл, и этот выпуск начнется с плохих новостей, а именно из жизни ушел Денис Бойсовский, один из основателей, по сути, игрового блогинга на ютубе, один из моих друзей и человек, с которым мы ездили на различные выставки, на E3, на Call of Duty показы, он даже предлагал сгонять в офис Santa Monica Studios на God of War, просто сходить к разработчикам, и нас неожиданно пустили, у меня есть даже влог на канале, можете посмотреть. Ну чё, Бойс, рассказывай, где мы? Мы сейчас в большом каком-то кампусе, где есть несколько крупных компаний, но нас интересует сейчас в данном моменте студия Санта-Моники, которая сделала God of War и много чего еще. Тут вообще? Ну, по карте, да. И я видел ее окрестности только в документалке по третьему God of War. И сейчас иду буквально на запах. Ну, короче, у тебя довольно старые данные. Запах Но мы попробуем сюда пробраться. Здесь, кстати, недалеко где-то Naughty Dog, наверное. Не так уж недалеко, как оказалось, кстати, на другом, да, немножко. Мы сейчас находимся, по сути, в Марина Дель Рей, несмотря на то, что студия называется Санта-Моника, то есть она вот где-то вот между, да, а Naughty Dog именно в Санта-Монике. Ну все, тогда, Всё короче, сложно. ищем. Денис был добрейшим человеком. Людей, которые также любят игры, как он, я не встречал. Это чистая правда. Всегда пытался узнать он все об играх. Мы всегда на выставке с ним пытались пойти на любой стенд. За мерчем стояли. В общем, много всего, конечно, в памяти колыхается, когда вспоминаешь. Денис ушел из-за ковида, он лежал в больнице, у него было поражение легких 75%, он даже вел оттуда сторис в Инстаграме, постоянно выкладывал, и вроде бы уже выписался, но были осложнения, и он ушел. Вечная память Денису, и надо быть очень осторожным сейчас с ковидом. Если даже говорят, что вам его нет или там так далее, будьте осторожны, носите маску, не трогайте, лицо не трогайте руками. Это очень и очень важно. Но я открыл твиттер Дениса и почитал его последние сообщения, потому что, как-то хотелось узнать вообще, что человек писал, и я увидел там такие сообщения. Если вкратце, то, насколько я знаю, у Дениса были проблемы с покупкой антибиотиков, и я не первый раз слышал, что в России есть такие проблемы. У меня там даже знакомые родителей тоже искали, и это большая проблема, в аптеках нет антибиотиков в момент ковида, самых больших показателей. И вот что писал Денис. До этого и знакомые пытались найти, и родственники эти антибиотики, везде пусто. В новогоднее время, когда число заболевших будет расти на дрожжах, но у логистики праздники, сорян, зато чмошники успели понаклеить своих честных знаков. Сидите дома на изоляции, и хер что к вам приедет. Несколько дней пытаемся купить антибиотик, почти самый важный при ковиде. В аптеке его не привезут до 11, потому что праздники. Нашли пару пачек не в Московской области, там есть хоть что-то. Забронировали, послали на такси Иги, а там, ой, заказ летел, ничего нет. И конца этому нет. Денис отметил вот этот вот так называемый честный знак, который на самом деле вовсе не честный, это государственная опять шарашка, про которую мы сегодня и поговорим в этом видео. Даже в столице стало сложно найти антибиотики, противовирусные и антикоагулянты. По факту лекарства есть, просто их нельзя продавать. Ведь когда наступает эпидемия, возможность упускать нельзя. Люди будут в бешеном темпе сметать все товары с аптечных полок. Система вызывает сбои. У нас сегодня по факту есть лекарственные препараты, но лекарственных препаратов в то же время и нет. В итоге люди в самый разгар пандемии оказались без лекарств. Чиновники обещают, что антибиотики и другие важные сейчас препараты уже в ближайшее время появятся в продаже в необходимых количествах. Не так давно на канале Стаса, также известного как Ай как просто, я видел ролик как раз об этом честном знаке. И вот это меня очень все смутило, когда я увидел твит у Дениса, один из последних его твитов с этой проблемой, с которой он столкнулся. А я напомню, его уже выписали. И по сути вообще должны были дать целую пачку лекарств и всего, что только можно. Ну ладно, это не будем говорить об этом. Тут скорее именно проблема, почему в аптеках нет в разгар этого. Хотя на складах, как я понял, лекарства есть. И я решил разобраться, я смотрел вот видео Стаса, который рассказал, что это вообще за конторка такая, честный знак. И почему вдруг они стали маркировать все лекарства и все товары в России. Давайте разбираться. Есть такой в России председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, который решил запустить в 2015 году новую систему маркировки. В итоге эту систему назвали «Честный знак». Введением этой маркировки занялся ЦРПТ. Принадлежит данная организация Алишеру Усманову, Александру Галицкому и компании Ростех, главой которого является Сергей Чемезов. Свою систему маркировки они назвали Честный знак. Честный знак. Честный знак. Честный знак. Честный знак. Честный знак. Честный знак.
Честный знак. Честный знак. Честный знак. Честный знак. Скачать приложение «Честный знак». Честный знак. 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 И правда честный. Этим делом владеет Алишер Усманов, тот самый, который плевал на Навального после расследования на себя, если помните, довольно мерзкий типок. Алексей Полиграфович Навальный. Фу на тебя еще раз. И главная проблема тут в том, что честный знак этот не смог запуститься нормально, а решили его протестить как раз в момент, когда идет наплыв желающих купить лекарства и антибиотики. То есть на волне ковида, по сути, они это сделали. И в тот момент, когда люди хотели это купить, в аптеках ничего не оказалось. И я расскажу почему. Потому что все товары, все лекарства, все антибиотики должны проходить маркировку этого честного знака. А это очень долгий процесс. В аптеку приходят коробочки огромные с лекарствами. Каждую коробочку нужно отсканировать, занести в базу, дождаться, пока кто-то там в честном знаке это отсканирует. Я даже нашел ролик, где полностью расписывается процедура, насколько долго принимаются в аптеках вот эти лекарства, так необходимые людям. В аптеках трудно купить не только антибиотики, которые назначают при лечении ковида, но и обычные противовирусные препараты вроде орбидола. А дело все в проблеме с маркировкой лекарств. Ее внедрили как раз с 1 октября. Компания «Честный знак», через которую и проходит вся маркировка, не справляется с нагрузкой. А теперь о том, как мы работаем с маркированными лекарствами. Мы должны отсканировать каждую позицию препарата. Не его наименование, как было раньше, а каждую позицию, упаковку. Представляете, что это такое? Есть, например, препараты, которые закупаются коробками, какой-нибудь недорогой анальгин или та же аскорбинка. И вот мы у каждой позиции сканируем QR-код, затем формируем документ из этих препаратов, подписываем электронной подписью и отправляем в компанию «Честный знак». Там просматривают эти документы, сверяют и направляют поставщику, от которого мы получили товар. Поставщик, в свою очередь, получает сформированный пакет от честного знака, подписывает его у себя, тем самым снимая товар с собственного баланса. Далее вновь направляет документы в честный знак. Эта компания фиксирует одобрение поставщика и отправляет нам в аптеку. И только после этого мы можем поставить этот документ у себя на приход. В противном случае маркированный товар у нас никак не встает в системе, в базе не отображается. И мы никак его не можем продавать по закону. И вот почему лекарств нет в аптеках, когда это так нужно. Хотя лекарства есть на складе. И их можно, по сути, просто выставить на продажу, и все будет нормально у людей. Но нет, заработать на жизнях гораздо важнее в такой момент, правильно? И в то же время какие-то ваши близкие, ваши знакомые, и просто люди, вообще просто люди, которые должны получить это лекарство, они вроде бы выписались, их спасли в больнице, но после этого им не хватает этих лекарств. И все потому, что Усманов вот этот вот запустил этот честный знак именно в момент ковида, и суть в том, что он просто наценивает 50 копеечек себе, там, государству, да, которые получают тоже с этого какой-то процент, из каждой пачечки 50 копеечек. И вот это вот 50 копеечек стоят нашей как бы жизни. И, как вы понимаете, люди, которые попали в похожую ситуацию, как Денис, некоторым из них жизненно необходима эта гребаная пачечка лекарств. Но из-за того, что государство решило именно в этот момент под нагрузкой тестировать, под такой жесткой нагрузкой, под такими большими плохими временами, они решили тестировать свою новую систему, которая типа должна контрафакт убрать какой-то с рынка, но на самом деле просто процентик с вас поиметь, еще дороже вам продать. Они вот решили запустить в это время. Запустив честный знак, эти ребята из правительства страны закупили еще нехило так рекламки у этих наших блогеров, и каждый нахвалил это дело. Но что такое честный знак? Это система, без которой теперь не купить ни один товар в России. Лекарства, еду, антибиотики, все вообще. Проблема в том, что маркировка всех товаров не только прибавляет геморроя бизнесу, так как им нужно закупить оборудование, оно еще делает товар дороже, потому что вот эти рожи получают с каждого маркированного товара 50 копеек. Но еще и у них все это происходит со сбоем. Вот с антибиотиком произошел сбой, и поэтому никто принять товар не может, а значит и люди этого не получат, которые жизненно нуждаются в этом. Ну и выходит, что какой-то заработок происходит ценой жизни своих же граждан. И как вы потом говорите, можно любить правительство, всяких этих Владимир Владимировичей, когда вот на такой ситуации это все происходит, навар реально. Короче говоря, народ, я советую вам посмотреть ролик Стаса, он там очень хорошо все раскидывает. Я просто немножко на эмоциях так рассказал, чтобы вы понимали вообще, какие моменты бывают, и что даже отлежав в больнице, можно столкнуться с какой-то сложностью. В общем, я очень рекомендую посмотреть о том, как известные блогеры рекламировали честный знак, как они рекламировали там
ковид, и до сих пор висят вот всякие про антибиотики, видосы в трендах, прямо сейчас, уже в 2021 году, в январе. Здесь важно понимать, что главная опасность не столько сам коронавирус, сколько осложнения, вторичная инфекция, которая может привести к бактериальной пневмонии. Антибиотики пились не для борьбы с ковидом, а для борьбы с бактериальной инфекцией. Поэтому, даже не имея рекомендаций врача, начинали массово принимать антибиотики не для того, чтобы побороть коронавирус, а чтобы побороть его осложнения. Ведь, повторюсь, больницы были переполнены. Вдобавок к этому, из-за честного знака в один момент из аптек пропали абсолютно все лекарственные препараты. Только из-за того, что система не выдержала нагрузки и дала сбой. Не выдержала потому, что ее запустили как раз перед второй волной пандемии, когда 100% знали, каким высоким будет ажиотаж вокруг антибиотиков и других лекарств. И, конечно же, когда антибиотиков и других лекарств уже нигде не было, аптеки были пусты, люди начали активно возмущаться и выражать свое недовольство. Куда же делись все лекарства? Куда они пропали? Сегодня, обзвонив 90% аптек города, а остальные 10% муж объехал сам. Мы не нашли препаратов, просто обычного антибиотика цефтриаксона. Мы не нашли обычного лидокаина и воды для инъекций. Знаете, как решили бороться с этой проблемой? Заказными статьями у блогеров, СМИ и на государственных телеканалах. Ах, да, еще нашел статейку, где рекламное какое-то агентство гордится, как они провели закупку рекламы честного знака у известных блогеров. Вот эта статья, если кому интересно. Как-то так, пишите ваше мнение в комментариях. Извините, я просто иногда затрагиваю подобные темы, просто потому что я считаю это важным. И, у меня есть какая-то аудитория, может, не самая там большая, не самая мега лояльная, которая там скажет: Пазл, ты там дурак, не разбираешься, не лезь туда, но я могу сказать, и я сказал. А сами дальше решайте, берегите себя, самое главное. Теперь давайте переходим к игровым новостям, и начнем мы с Bully 2. А вы, наверное, так же, как и я, много раз ждали Bully 2, потому что там и Red Dead Redemption хорош, GTA хороша, Max Payne прекрасен, но Bully 2 это что-то особенное. Я до сих пор использую саундтрек во многих своих роликах. На днях инсайдеры сказали, что Bully 2 отменили в третий раз ради GTA 6, которая прямо сейчас разрабатывается. Об этом сообщил инсайдер TS2 на форуме GTA Forums, который очень много сливал, если кто следит за моим каналом, куча всего, много информации по DLC, по обновлениям для онлайна. И вот его слова подтвердил другой поставщик неофициальной информации об игровой индустрии Ян2295, уже на Reddit. TS2 рассказал об отмене Bully 2, рассуждая на тему GTA 6. По его словам, Rockstar запустил разработку новой части GTA где-то примерно в 2016-2017 году. Это вот старт был GTA-шки 6 разработки. Вскоре студия перебросила все ресурсы на Red Dead Redemption 2 и продолжение Bully. Однако уже через год, то есть в 2017 опять свернули Bully, потому что Rockstar в голову пришла идея сфокусироваться уже на GTA 6. И если мы вернемся к самым старым нашим слухам, которые мы обсуждали в других роликах, ранее портал Video Game Chronicles сообщал, что Bully была в разработке примерно 12-18 месяцев, и даже обзавелась демо-версией, которую можно было поиграть в студии Rockstar. И вот эта старая информация совпадает с новой о том, что Bully была в разработке примерно год, в 2016-2017 году, вот в этот срок. Она не была анонсирована, неизвестно, что с ней сейчас, но я очень надеюсь, что она когда-нибудь выйдет. Однако мысль о том, что хотя бы GTA 6 разрабатывается где-то там, в закромах студии Rockstar Games, меня уже греет. Несколько дней назад я делал топ самых ожидаемых игр 2021 года. Туда вошло примерно 30 игр, и там была одна из игр Hogwarts Legacy. Открытый мир, вселенная Гарри Поттера, различные потайные комнаты. Опять-таки аналог Bully, только в мире Гарри Поттера. Короче, то, что мы ждали. Сегодня, к сожалению, была негативная новость по этой игре, и она опять из-за коронавируса. Игру перенесли на 2022 год, и что-то мне подсказывает, что это только начало. Разработчики благодарят всех тех, кто ждет эту игру, но в 2021 она не выйдет. И это очень-очень грустно, потому что была одна из самых таких громких игр ожидаемых. Ну и сразу после этой новости Джейсон Шрайер, чувак, который тоже очень много сливов, всяких инсайдов устраивал настоящих, сказал, что это первый из очень-очень многих переносов в 2021 году. Поэтому, скорее всего, мы не увидим много игр, которые ждем. Я надеюсь, в Сталкер мы все-таки второй увидим в этом году. Хотя, честно, я сомневаюсь. А зато другие хорошие новости. Компания Machine Games, Bethesda, те самые, которые создали Wolfenstein, те самые, которые создали Риддика давно, они анонсировали игру по Индиана Джонсу. Деталей пока мало, известно, что это будет отдельная история по оригинальному сценарию, которая развернется во времена молодости и пика карьеры археолога Индианы Джонса. Будут ли использовать образ Харрисона Форда, пока не ясно, скорее всего, нет, наверное. Информации, конечно же, мало, но хоть какие-то хорошие новости, у нас появляются новые игры, и это уже радует.
И еще одна из таких хороших новостей, что наконец-то у EA забрали права на Звездных войн. Если вы не знали, ну вы, наверное, знали, что все игры по Звездным войнам делали только EA. И хоть они и делали некоторые хорошие игры, все равно очень много было как бы, ну, ширпотреба, и вселенная как бы не расширялась при помощи их игр, что меня всегда очень расстраивало. И вот сегодня хорошая новость. Теперь Ubisoft официально работает над новой Star Wars. Это будет такой крупный сюжетный проект с большой историей, с открытым миром, а студии Massive Entertainment, тех самых людей, что сделали Division. По игре, само собой, пока нет ничего, но в любом случае я уже вот представляю, если даже по Star Wars выйдет что-то типа Division с приключением на разные далекие планеты, с зачисткой боссов, со старыми знакомыми локациями, по-моему, это уже крутяк. И как ни крути, а игры по Звездным войнам с Ubisoft могут ожить. Тот же Assassin последний был очень даже неплохой. Ну и еще хорошие новости, возможно, у Bethesda не только Индиана Джонс выйдет, еще Arcane спалились на некой неанонсированной AAA игре в сеттинге фэнтези. Игру делают на движке Unreal Engine, и участие там принимает гейм-директор серии Dishonored. Конечно, не точно, но вполне может быть, что это грядущий Dishonored 3. И это тоже прекрасная новость для сегодняшнего дня. А на этом, народ, все новости на сегодня. Были как серьезные темы, но простите, я просто не могу проходить мимо такого. Считаю, что я должен это делать. Были игровые новости, как плохие о переносах, так и хорошие. Надеюсь, вы поддержите этот ролик и напишите какой-нибудь комментарий в память о Денисе Бойцовском прямо под этим роликом. Надеюсь, вы будете себя беречь. Будьте осторожны, народ, серьезно. А с вами был, как всегда, Олег Пазл. Всего крутого и счастливо. Пока. Бейс. Да. Здравствуй. Здравствуй. Я даже не знаю, что спросить. Ну, короче, как PlayStation? Отлично. Было здорово. Короче, больше нет действительно издателей, которые могут предложить настолько много прекрасных игр и развлечений в принципе.